Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами разберем один из вариантов сложной коррекции. У каждого мастера, наверное, есть клиент, который сам себе упиливает длину. Вот и у меня такой клиент есть. При этом Татьяна мало того, что упилила себе длину, в своем стремлении заузить ноготочки, она еще и повыхватывала боковые стороны, то есть те стороны, которые должны строить непосредственно форму нашего ногтя. На самом деле вот такая вот ошибка заужения ногтей путем выхватывания боковых сторон на самом деле распространена очень сильно и у мастеров. Поэтому вот этот вот мастер-класс будет для вас очень-очень полезен. Итак, восстанавливать мы эти части будем разными способами. На первом пальчике мы это делаем при помощи обычных гелей средней вязкости. Первым слоем мы на кожу практически наваливаем сначала те стороны, которые нам необходимо, перекрываем сверху моделирующим гелем, все это хорошенечко просушиваем, опиливаем и видим, что у нас все стало на место, все хорошо. А вот для того, чтобы все-таки заузить ноготочки, которые являются широкими, нужно применять не запиливание, а зажим. Ведь именно при поджатии точек роста мы получаем кругленькую арочку, и ширина ноготочка в эту арочку прячется. Далее, после того, как мы все хорошенечко просушили, у нас идет опил по стандартной схеме. В данном случае мы пилим формочку миндаль. Кстати, подготовка натуральных ногтей ко всем этим трем вариантам была выполнена совершенно одинаково. То есть опилен натуральный ноготочек, убран птеригий, прошлись по ноготкам праймером и наложили базовый слой геля. В данном случае в качестве базового геля использована моя прозрачка, ссылочку на нее я вам оставлю в описании. Вот, собственно говоря, после окончательного опила вы прекрасно видите, что боковые стороны стали на место, нижняя направляющая стоит теперь там, где она нужна, и боковые стороны не смотрятся очень широкими. Завтра я вам покажу эти же ноготочки в дизайне после покрытия, вы увидите, что ноготочки смотрятся очень аккуратненько, узенько и интересно. Но с гелем средней вязкости нужно работать очень быстро, и это довольно сложно. Здесь нужна именно скорость работы. Поэтому, если вы еще не наработали себе такую скорость, возьмите материал погуще. В данном случае на втором пальчике был использован гель-желе. То есть, если у вас есть вот такие вот густые гели, ими точно так же можно добавлять те стороны, которых не хватает, делать компенсацию. И в то же время можно добавлять и длину, и делать еще очень много разных интересных вещей. Но я думаю, в дальнейшем мы с вами об этом поговорим. Итак, гель-желе вывешиваем за свободный край, достраивая им те места, которых нам не хватало. Сверху перекрываем опять же замесом из моделирующих гелей. Ссылочку на все гели увидите в описании. Как ими работать, я вам здесь рассказала. Опил производится точно по той же схеме. Здесь опил совершенно не меняется, меняется именно материал, которым мы производим довешивание всех вот этих недостающих частей.
И третий вариант восстановления вот этих вот нехватающих частей – это при помощи полигеля, либо у тех мастеров, которые работают акрилом, это точно так же, по такой же схеме можно сделать при помощи акрила. В данном случае вообще все просто, поскольку материал максимально контролируем, поскольку он совершенно недвижим и никуда не текуч, мы это можем сделать, полностью выстраивая сразу архитектуру ноготочка. То есть выстраиваем основные точки, выстраиваем точку апекса и стрессовую зону и сразу же на свободном крае вывешиваем материал туда, где нам не хватает кусков ногтей. В данном случае был использован полигель от Blue Sky, ссылочку на него оставлю в описании. В стаканчике у меня в качестве обезжиривателя налит альфа-септин. Это дезинфектик для кожных поверхностей, он же является жидкостью для снятия липкого слоя и он же является обработкой кожи рук клиента перед процедурой коррекции. Вот такой вот результат у нас получился. Ноготочки тоненькие, узенькие и очень динамично смотрятся. Я надеюсь, вам сегодня со мной понравилось, надеюсь, вам было интересно и полезно. Ну а мы с вами увидимся в следующих уроках. Всем до новых встреч, пока-пока!